Это то самое блюдце, про которое я рассказывал в одном из своих видео. Вся вода с округи стекает вот сюда. Тут со склона, с этой стороны, отовсюду. Видно, что стены здесь мокнут с этой стороны. Видимо, небольшой наклон есть в эту сторону, и вся вода по этой стене стекала вниз. Тут мокро, тут сугробы, тут газоблоки. Не представляю, чтобы их могло снести ветром. Здесь кто-то зачем-то залазил внутрь. Что-то искали. Тут видно, сверху бежала вода. Здесь, в принципе, все без изменений. Стена внутренняя довольно-таки мокрая. Здесь видно, прям много бежало. Лед. Да, там довольно глубоко. Приеду на следующих выходных, посмотрю, что тут получилось из всего этого. С этой стороны тоже довольно глубоко в воде. Но вот этот вот отвал из земли довольно сильно меня выручает, не пуская воду вот сюда, потому что тут сухонько. Хотя тут уровень намного ниже, чем вот тут сейчас. Короче, неплохо работают отвалы из земли. Канализация моя тут живет, поживает. Сегодня я приехал на стройку и увидел, что тут еще все вокруг очень сыро, много снегу. Еле подобрался сюда даже в сапогах, потому что под снегом вода. Сегодня я узнал для себя неприятный момент, что кто-то залазил в мой дом и что-то там делал. Хотя вроде бы все на месте. Но все равно неприятно. И сегодня я хочу разобрать проем. Я его заделывал перед зимой, чтобы снег не падал в дом. Теперь я увидел, что внутри очень много льда, и там все должно потихоньку просыхать. И для этого там должно быть какое-то минимальное хотя бы движение воздуха. Поэтому сейчас лестничный проем я буду разбирать. Я надеюсь, что сейчас здесь, после того, как я убрал закрывающий лестничный проем щит из досок, то тут сейчас все будет постепенно согреваться, постепенно все будет высыхать, теплый воздух будет по дому, потому что сейчас ясно чувствуется, опустившись с уровня плит в уровень первого этажа, что тут намного прохладнее. И это, конечно, связано с тем, что газобетон обладает очень низкой теплопроводностью, и вначале он не пускает холод, а потом он начинает не пускать тепло. И вся надежда только на ветер. Потому что дом будет прогреваться внутри очень долго, тем более, что оконные проемы все заложены газоблоком. Здесь температура явно ниже нуля, потому что таять тут ничего пока не собирается. Но проем открыт, и солнышко постепенно будет тут все согревать.
Тут прям набежало от души. Так, здесь то же самое. Напилочки сохнут. Пусть сохнут. Ну, такие будут нужны. Так, посмотрим, что же у нас тут происходит. Тут у нас вообще все холодно. Холодно тут. Холодно. Под ногами лед. Изо рта пар. Пар изо рта — это, конечно, сильно. Очень хороший минус, видимо. Доски, что доски? Сыроватые доски. Прям видно, что вот оттуда бежала, и отовсюду бежала. Плохо дома без крыши. На меня он что-то сверху капает. О, тут вот прям капель. Да, это что-то там еще где-то. Хотя наверху снега не видно. Очень интересно, а где же снег тогда и что там тает? Короче, доски сверху мокрые, снизу сухие. Сверху доски самые, которые не жалко. Ну и, видимо, придется все-таки разбирать проемы, чтобы тут был хоть какой-то ток воздуха. Открыл я проем, и явственно почувствовался ток воздуха. Прям чувствуется, сквознячок потянул. Ток воздуха, я думаю, это правильное решение. Надо, наверное, еще вот там, вот здесь сейчас еще что-нибудь вытащить, хотя бы пару блоков попытаться. Хотя там будет намного труднее. Но ничего, попытка не пытка. Убрал два верхних блока, и сквознячок стал намного ощутимей и явственней. Теперь вот видно прям очень хорошо, как активно тут все капает. Непонятно почему, потому что, повторюсь, сверху снега-то уже и нету. В этой комнате все намного более радостно и сухо. Да, есть, конечно, пятна, но это несравнимо с тем, что в той комнате. Стена мокрющая. Это тоже, это все должно сохнуть. Сохнуть это все будет, я так полагаю, долго. И вот это снежное безобразие мне тоже жутко не нравится. И сейчас я попробую хотя бы частично от него избавиться. У меня есть лопата 1 и лопата 2. Ну, постараюсь кидать это, а это, ну, если что-то жесткий снег там, чтобы разбуровить. А почему бы не оставить все как есть, говорит мне моя лень. А я и говорю, ну, потому что, ну, это же все превратится в воду и уйдет как раз под фундамент. А нам лишнее намокание под фундаментом, ну, вот, ни в коем разе не надо. Поэтому берем тут и кидаем вон туда. У нас все так удачненько кидается прям вот в канавку, и которая прям уходит потом в канализацию. Работы, я так думаю, тут не так уж и много. Поэтому берем тут, кидаем туда. Ну вот как-то так. Там еще на дне прям куча льда. Такой прям слой. И он тут явно будет таять. Но лома у меня с собой нет, поэтому с ними ничего пока сделать не могу. Печалька. Ощутимо заметно подсох армопояс за то время, пока я здесь. Потому что когда я снял, убрал доски, было, ну, сыро тут. А вот
здесь еще мокро. Ну и тут высохнет. Здесь сушатся доски. Сверху они были сухими, а снизу мокрыми. Сейчас я их нижней стороной наверх выложу, пусть сохнут. А тут у нас уже зеленая трава под снегом. Земляничка. Я не понимаю я эту природу, по-моему. Холодно же еще под снегом-то. Че она растет-то? Вот тут фронт работы, надо маленько от фундамента, наверное, откидать. Какой-то прям непорядок. Чувство внутреннего дискомфорта не дает мне уехать, не поковырявшись в этой куче. Хотя бы маленько. Вот и покопал маленечко снежок. Думаю, этого будет достаточно. Часть, конечно же, будет таять сюда, но большая часть, она осталась за насыпью, и все это будет туда уходить. Я думаю, так будет получше. Потому что здесь вода, видно, уже стоит. Ну вот как-то так. А на этом все. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до самого конца. Ставьте лайки, подписывайтесь и помните, впереди еще будет очень много интересного, ведь стройка только началась.